Всем привет! Меня зовут Юлия Дерюгина, и на сегодняшнем мастер-классе мы изготовим вот такую чудесную композицию из цветов каллы и экзотичного листа пальмы. Поехали! Все, что нам понадобится сегодня для работы, это зефирный фоамиран 1 мм белый, иранский фоамиран оливковый 1 мм, молд с радиальными прожилками, можно взять любой молд листа калла, масляная пастель зеленого цвета номер 232, светло-зеленый 227, желтый 201 и темно-желтый 202 номера. Кисти для лака и для акриловой краски. Обязательно нужна будет палитра, мы будем смешивать цвета. Акриловая краска белая, акриловая краска темно-зеленая, желтая и акриловый лак. Также нам понадобится вот такой вот флористический песок. Если у вас его нет, можно заменить просто манкой. Мы будем использовать выкройку, я приложу ее в описании. Белая тейп-лента нам понадобится. Флористический рукав большого диаметра, это примерно 0,7 мм. Маленький флористический рукав, здесь где-то 3-5 мм. Проволочка на 0,10-0,12 мм. Клеевой пистолет со стержнями. Вот такая подушечка небольшая, либо что-то мягкое. И, естественно, утюг. Это все мы будем использовать в работе для создания каллов. Итак, начнем с фоамирана белого цвета. Сначала нужно будет прогреть его на утюге и обработать на молде. У меня нет такой губки пищевой большого размера, поэтому я использую подушечку. Вы можете просто сложить мягкую ткань в несколько слоев и точно так же обработать. Поехали! Прижимаем фоамиран на утюге в течение нескольких секунд. 1, 2, 3, 4, 5. И как бы натягиваем на молд. Вот таким образом. Переворачиваем и отжимаем. Вот такой способ натягивания фоамирана позволит вам избавиться от морщинок на фоамиране. Посмотрим, что получилось. Отличный оттиск. Вот такого эффекта я и хотела добиться. Отлично, весь ровненький фоамиран. Теперь вырезаем фоамиран по выкройке. Давайте сейчас просто уберем все лишнее. Итак, складываем нашу заготовку пополам и выкройку пополам. Прикладываем ровненько. И теперь мы легко можем вырезать лепесток каллы. Поехали! Вот так у нас получилось. Дальше нужно обработать нашу заготовку так, чтобы лист каллы принял определенную форму. Прежде всего проводим пальчиком по сердцевине, вытягивая ее как бы вверх. Вот таким образом. Протянули. Это нам нужно будет для того, чтобы калл выглядел эффектно и реалистично. Дальше поехали. Обязательно нужно сложить в гармошечку край лепестка и перетереть для того, чтобы поверхность нашего фоамирана стала более тонкой. Вот таким образом. И с этой стороны проделываем то же самое. Складываем в гармошечку и перетираем. Тогда поверхность листа станет намного мягче и реалистичнее. Вот таким образом. Не забываем про серединку. Теперь хвостик тоже нужно немного перетереть, чтобы он стал натуральным. И дальше. Вот смотрите, та сторона, которая у нас с прожилками, вот эта, она будет лицевой, но она будет внутри, то есть вот таким образом. Вот здесь она будет. Внимание. Далее делаем небольшие засечки. Я, например, сделаю здесь и здесь.
И по этим засечкам закручиваем лист вот таким образом в трубочку, там, где мы сделали засечки. Раз, два, засечка, три, вот так. Попробуем еще раз на этой стороне. Делаем одну засечку с этой стороны листа, раз, и где-нибудь ближе к концу, два. И вот этот центр закручиваем к внешней стороне. И здесь точно так же. Вот моя засечка. Вот. И теперь с двух сторон я подкручиваю к тыльной стороне. Так, и здесь подкручу еще раз. Вот таким образом. Здесь у нас выгнутая поверхность. И вот так мы соберем наш кал. Вот таким образом. То есть вот хвостик смотрит вверх, лепестки наружу. Вот таким образом будет очень реалистично. Давайте перейдем к тонировке. Итак, возьмем масляную пастель желтого цвета номер 202. Наносим ее на губку. Обильно наносим. И начинаем примерно с серединки. Вот здесь наносить желтую пастель. Хорошенько наносим, прокрашиваем. Только в середине листа. Точно так же переворачиваем и с внешней стороны тоже проходимся желтой пастелью. Номер 202. По краю тоже хорошо можно пройтись, чтобы здесь все было закрашено. Здесь то же самое. Так, берем другую сторону губки, которая чистая, и наносим 201-ю более светлую желтую пастель. И немножечко градиентом делаем переход отсюда к белой части листа. Чуть-чуть, вот такими солнечными движениями. Как будто лучики. И с внешней, с внутренней стороны лепестка. Вот так должно получиться. То есть переход от более темного к светлому желтому. От темного к светлому. Далее берем губку зеленую. Ну, то есть та, что у нас для зеленой пастели. Наносим зеленую пастель светлую 227 цвета и самый край проходимся таким образом, чтобы желтый переходил в зеленый. Аккуратно, полностью прокрашивая белый цвет. Держите фоамиран таким образом, чтобы он не вытягивался. Переворачиваем, то же самое проделываем и с внешней, и с внутренней стороны. Хорошенько прокрашиваем, делаем переход цвета. Переход цвета делаем так, от желтого к более темному зеленому. Так. И здесь то же самое. Немножечко зеленого цвета окрашиваем, наносим вот сюда на край лепестка и на носик. Носик обязательно должен быть зеленым. Переворачиваем с двух сторон, чуть-чуть захватывая край лепестка, немножко. И просто пастелькой окрашиваем носик. Чуть-чуть зелененький, темный. Берем цвет 232. Я вот так еще прокручу, чтобы он плавно переходил. Все, мы окрасили наш лепесточек. Так, перейдем к изготовлению пестика. Для этого нам понадобится вот такой прямоугольник, 3 сантиметра в ширину и 15 сантиметров в длину, зефирный белый фоамиран. Прикладываем его на утюжок, вот таким образом, и закручиваем в трубочку. Это нужно делать очень быстро, иначе он просто расплавится на утюге. Закручиваем, закручиваем, закручиваем. Дальше. Закрутили одну часть, вот таким образом, прикладываем дальше и закручиваем дальше до конца. Аккуратно, не обожгитесь. Стараемся делать ровно, чтобы фоамиран не перекручивался, не было никаких заломов, чтобы была ровная трубочка. Давайте еще раз попробуем, покажу. Вот у меня остался последний кусочек ленты фоамирана. Аккуратненько, ровненько подкручиваем, чтобы не было никаких заломов. Проходимся несколько раз вот так по утюгу, чтобы фоамиран хорошо разогрелся. Дальше берем трубочку
и растягиваем в разные стороны. Растягиваем, замираем для того, чтобы фоамиран остыл в нужном нам положении, то есть нужным диаметром. Так. У меня еще не до конца докрутился, я снова приложу к утюжку и растяну так, как мне нужно. Вот какая ровная палочка получилась. Здесь небольшой залом, сейчас я его подогрею и выровняю, чтобы пестик был у меня абсолютно ровненький. Вот видите, он стал ровным. Сейчас еще даже чуть-чуть подогрею, совсем будет ровный. Пальчиками подтягиваем, склеиваем фоамиран, и вот такая ровная трубочка у меня получилась. Теперь я срезаю лишнее. Размер нам нужен примерно 10 сантиметров. Тут уберу ширину чуть-чуть, пока оставлю. Итак, верхнюю часть нашей трубочки нам нужно нагреть и немножечко перетереть в руках. Вот таким образом, делая острый кончик. Немножечко кончик стал уже острее, но я пройдусь ножницами и срежу лишнее, чтобы остренький носик был наиболее острым. И далее просто заплавлю на утюге, поверхность прокручу так, чтобы весь фоамиран, который я срезала, сплавился между собой. Давайте еще раз подкручиваю. И вот таким образом он уже сплавился, никуда не денется. Если видите зазоры, можно их тоже подрезать и проплавить на утюге. Вот так, еще немножко перекручу. Все, мой пестик готов. Должен быть аккуратненьким, ровненьким. Все, отлично. Около 10 сантиметров. В ширину примерно 0,7-0,8 миллиметров. Вот так. Сейчас будем красить наш пестик. Итак, для окраски нашего пестика сразу заготовим желтую пастель 202 номера, темную, акриловый лак и флористический песок. У меня вот желтого цвета. Если его нет, можете использовать крашеную манку. Поехали, полностью окрашиваем наш пестик, чтобы он был темно-желтого цвета. Хорошо полностью прокрашиваем белый фоамиран. Отлично, все получилось. Очень хороший насыщенный цвет. Дальше наносим акриловый лак на всю поверхность пестика. Для того, чтобы флористический песок приклеить к поверхности фоамирана. Так. И насыпаем сверху флористический песок, чтобы поверхность нашего пестика была наиболее реалистичной. Аккуратно. Вот такой сахарный он получается после этого. Красота. Крепим пестик к флористическому рукаву, это будет наш стебель, и с помощью проволоки сделаем его жестким. Проделываем небольшое отверстие в нижней части пестика, вставляем туда проволочку и вот так зажимаем. Таким образом крепим проволоку к пестику. Далее вставляем флористический рукав. Вот так. Можно с помощью ножниц хорошенечко протолкнуть, если что-то не получается. И оставляем примерно 7 сантиметров нашего пестика. Вот так. Далее будем крепить лепесточек. Для крепления лепестка к стеблю и пестику нам необходимо включить утюг, разогреть его и также подключить клеевой пистолет, чтобы он тоже был наготове. Возьмем
нижнюю часть лепестка, она довольно плотная, и для того, чтобы здесь было наименьшее соприкосновение, чтобы очень тонкая была эта часть, нам нужно чуть-чуть подогреть нижнюю часть на утюге. Аккуратно, не сожгите. Прикладываем. Тут же она становится меньше, уменьшается в размере, вот смотрите, и становится намного тоньше. Прикладываем несколько раз до того момента, пока нас не устроит плотность фоамирана. Раз. Аккуратно, не обожгитесь. Так, вы видите? Нижняя часть стала намного меньше. Так, это уже третий раз. Я думаю, достаточно. Проходимся пальчиками, уменьшаем, выпускаем воздух из фоамирана, делаем его тоньше. Вот, разница, конечно, большая. Можно еще чуть-чуть, чуть-чуть. И здесь тоже меньше. Все, замечательно. Таким образом, у нас даже вот здесь небольшая ложбинка появилась. Это тоже на руку, делает наш лепесток более реалистичным. Итак, прикладываем к пестику. Там, где у нас шов, прячем его с другой стороны. Это будет лицевая. Прикладываем к лепестку. И теперь смотрим, как будет наиболее красиво. Я всегда накладываю клей в сердцевинку, вот сюда в середину. Чуть-чуть клея. Еще не нагрелся. Так, что клей не проходит. Итак, накладываем клей на середину лепестка, чуть-чуть, буквально вот так на 1 сантиметр. Прикладываем к пестику. И теперь сначала одной частью обворачиваем наш лепесток, наш стебель. Чуть-чуть клея и обвернули. Далее обворачиваем этой частью, тоже аккуратно, так, чтобы это было реалистично и красиво. Вот такой результат меня устраивает. Сейчас я нанесу клей и просто приклею. Аккуратно. Постоянно в процессе поправляйте, потому что это такой процесс очень сложный. Аккуратно поправляйте, склеивайте, чтобы и здесь была ровная поверхность, и сам цветочек был реалистичным. Вот так. Вот здесь поверхность у меня получилась ровненькая. Все. Здесь все тоже ровно. И сам цветочек тоже очень реалистичный, красивой формы. Если нужно где-то подкрутить, подкрутите, подправьте. Все, вот такой замечательный цветочек получился. Далее будем обрабатывать стебель. Здесь все равно еще очень плотная такая поверхность фоамирана. Можно приложить его к утюгу и тоже чуть-чуть подплавить уже вместе со стеблем, немножко, для того, чтобы он стал более тоненьким, схватился, и момент соприкосновения фоамирана и флористического рукава был наименее заметен. Так, вот так аккуратненько у нас все получается. Вот смотрите, поверхность очень ровная, красивая. Следующий момент. Для того, чтобы сделать совсем ровный переход от бутона к стеблю, мы обработаем его тейп-лентой белого цвета. Итак, накладываем тейп на стык между бутоном и флористическим рукавом и аккуратно обматываем. И далее проходимся тейп-лентой вот таким образом в натяг до конца нашего флористического рукава. Обратите внимание, здесь должно быть именно вот так, чуть-чуть
стык тейп-ленты друг на друга. Если вы будете делать вот так вплотную, то будет совсем некрасиво. Обязательно делаем под наклоном и с натягом. Обрабатываем полностью весь флористический рукав, то есть весь наш стебель. Аккуратно, не торопитесь, чтобы было ровненько. Стык был наименее заметен. И до конца обрабатываем наш стебель. Я полностью обработала стебель. Обратите внимание, какой здесь ровный стык. То, чего мы и хотели добиться. Далее мы будем окрашивать. Очень интересно наш стебель. Итак, я нанесла на палитру темно-зеленую, белую и желтую краску. Давайте попробуем перемешать. Вот белую, зеленую и желтую. Нам нужен такой светлый оттенок, который бы напоминал нам вот этот светло-зеленый цвет. Сейчас перемешаем, посмотрим. Ну, в целом очень хорошо. И окрашиваем наш стык вот таким светло-зелено-желтым оттенком. Даже посветлее получился, немножко затемню. Вот таким образом аккуратно прокрашиваем. Проходимся по самому краю акриловой краской и примерно 4-5 сантиметров нашего стебля. Вот таким цветом. Теперь можно взять губку и чуть-чуть пройтись вверх для того, чтобы цвет перемешался и выглядело очень натурально. Проходимся чуть-чуть вверх губочкой по нашему бутону, и стыка не видно вообще. Вот так тихонько, чуть-чуть, аккуратно. Можно намочить губку водой, чтобы цвет немножко разбавился. Вот так. И полностью все прокрашиваем. Вот обратите внимание, как красиво все получилось. Все. Переход очень хороший. Далее промываем кисть и наносим темно-зеленый оттенок. Давайте отступим где-то примерно сантиметра полтора и начнем уже наносить темно-зеленый оттенок. И тут же лайфхак. Я залезла цветочком в зеленую краску, просто подошла и отмыла ее водой. Немножечко ушла в светло-зеленый. Это прикольно, выглядит реалистично. И вот таким образом можно спасти бутон, если у вас произошел такой случай. А мы продолжаем окрашивать наш стебель темно-зеленой краской. Аккуратно. И как только чуть-чуть зеленый цвет подсохнет, так чтобы он сильно не размазывался, с помощью губки переходим небольшим градиентом от темно-зеленого к светло-зеленому. Вот таким образом. Помните, мы оставляли 1 сантиметр между этими двумя цветами. Сейчас нужно их соединить, чтобы переход был абсолютно незаметным. Вот так. То есть от более светлого к темному, и совсем темный оттенок у нас уже будет до конца стебля. Все, окрашиваем темно-зеленым цветом весь оставшийся стебель. Ну что, покраска нашего стебля прошла успешно. Если у вас есть возможность, вы можете покрыть акриловым лаком всю поверхность стебля. У меня он, к сожалению, совсем закончился, вот, его просто уже нет. Поэтому я не могу нанести сейчас акриловый лак, но вам советую обязательно нанести. Это придаст еще более красивый цвет стеблю. Будет очень классный, вообще незаметный переход от от светлого к темному. И краска будет держаться намного лучше. Лак ее закрепит. Поэтому всем советую воспользоваться акриловым лаком.
Итак, перейдем к изготовлению листа нашего кала. Обязательно вырезаем прямоугольник под размер губки. Я возьму немного больше, потому что фоамиран может немножечко уменьшаться во время нагрева. И у меня очень большой молд, то есть он даже больше, чем губка, поэтому я беру фоамирана побольше. Итак, прикладываем вот таким образом фоамиран вместе с губкой, нагреваем, приготовим молд. Раз, два, три, четыре, пять. И отжимаем хорошенечко на молде. Можно перевернуть. Вот таким образом. Обязательно отжав все углы, которые даже не попали на губку. Ну, вот такой замечательный отпечаток у нас получился. Вырезаем по молду. Подготовим стебель нашего листа. Мы берем стебель меньшего диаметра, здесь где-то 5 или 3 миллиметра, может быть 0,3-0,5. И обрабатываем наждачной бумагой для того, чтобы краска хорошо сцепилась с флористическим рукавом. Проходимся полностью по всей поверхности флористического рукава. Зачищаем ее. После обработки флористического рукава нам нужно вставить в него проволоку. Вставляем. Так, вставили проволоку на стыке. Теперь вырезаем небольшой треугольничек из флористического рукава. Вот таким образом. Уголок сюда и сюда. Получается вот такой остренький угол. Весь остаток рукава отрезаем. Аккуратненько. И теперь нам нужно будет вот таким образом вклеить проволоку и перекроем стык перехода от листа к стеблю. Поехали! Наносим клей на фоамиран чуть-чуть, аккуратненько вклеиваем проволоку, зажимаем и все это перекрываем кусочком флористического рукава. Должно получиться абсолютно незаметно. Так, я немножко добавлю клея и приклею флористический рукав. Итак, я добавлю чуть-чуть клея еще и доклею кусочек флористического рукава. Вот так получилось аккуратно и совсем незаметно. Клей, сейчас я его уберу. Все, теперь окрасим наш стебель и листик.
Возьмем тот же самый оттенок темно-зеленого и окрасим лист с двух сторон вместе со стеблем. Для придания нашему листу необычного эффекта можно добавить чуть-чуть по краешку, вот здесь, более светлый оттенок, который остался у нас от цветочка, от стебля цветочка. Окрашиваем более светлым и уходим в темный цвет. Вот такой интересный градиент у нас может получиться. Складывается такое ощущение, что край листа немножечко зажелтелся. На солнышке это придаст ему более реалистичный эффект. Окрасила наш лист с двух сторон. И теперь просто продолжаю окрашивать стебель тем же самым цветом. Так как мы обработали стебель наждачной бумагой, краска очень хорошо ложится и быстро впитывается. Итак, я закончила с окраской. Обратите внимание, какой интересный эффект у меня получился там, где мы высветляли уголок. Обязательно нанесите акриловый лак после высыхания краски. Если после высыхания вы увидите какие-то проплешины, нужно нанести краску еще раз более плотным слоем. Итак, девочки, я вышла из положения вот таким образом. У меня есть обычный прозрачный лак. Это, конечно, на крайний случай, если у вас вдруг нет акрилового. Нам нужно полностью покрыть поверхность нашего листочка лаком для того, чтобы он заглянцевал, заблестел. Вот таким образом я покрываю. Но это, повторяюсь, на крайний случай, потому что у него, во-первых, ужасный запах, обычный лак для ногтей. Ну, во-вторых, это, конечно, не выход. Лучше пользоваться обычным акриловым лаком для художников. Он нам подойдет намного лучше. Так. Покроем полностью всю поверхность нашего листочка. И я хочу, чтобы еще у меня хорошенько заиграл переход от лака. Поверхность становится более глянцевой и более блестящей. И здесь тогда очень хорошо виден градиент. Мне это очень нравится, поэтому я не буду весь стебель окрашивать, а только вот момент перехода. Повторюсь, если у вас есть акриловый лак, то окрасьте полностью весь стебель вашего цветочка. Это будет замечательно. Вот я сейчас пройдусь по переходу. Уже видно, да, что он совершенно по-другому заиграл. Это очень красиво. Ну и, конечно, внешнюю поверхность листа я тоже окрашу. Он будет очень хорошо переливаться на солнышке и будет более натуральным. Здесь тоже можно и стебель покрыть, и поверхность листа. Давайте его украсим. Супер красиво теперь смотрится и эта часть, которую мы сделали более светлой, заиграла новыми красками. Ну что, результат очень даже хороший, если не учитывать, что запах от этого лака отвратительный. Так, очень красиво получилось. Пришло время дополнить нашу композицию. Напомню, композиция состоит из 10 цветов каллы и 8 листьев. Я думаю, у вас получится так же красиво.
А на следующем уроке мы научимся делать этот экзотичный лист пальмы.